дорогие друзья! Меня зовут Анастасия, и вы на моем канале Авелия Стайл. Сегодня я хочу вместе с вами сделать вот такую несложную брошку с пришивным камушком, обшитым бисером и бусинками. Также у меня тут еще несколько жемчужин добавлено. Подобный опыт для меня тоже в новинку. Такие броши я еще не делала. Раньше я камушки обшивала бисером, но вот так бусинки расположить, это для меня будет впервые. Я не считаю себя специалистом, но на тонкости, на которые стоит обратить внимание, я старалась показать в полной мере. Хочу зафиксировать клеем камушек, чтобы он не ездил по фетру и не мешал обшивке бисером. Плотно прижимаю к фетру. Можно еще какой-нибудь пресс положить. Беру на иголку 2 бисерины и возвращаюсь между бисеринами. Затем в последнюю бисеринку провожу иголку. Такая обшивка очень популярна, и все ее используют. На глаз отмеряю нужное расстояние для 2 бисеринок. Все хорошенько затягиваю и опять возвращаюсь между 2 бисеринками. Затем иголкой прохожу в последнюю. Хорошенько подтягиваю, чтобы у нас ничего не болталось. Нужно рассчитать так, чтобы у нас было четное количество бисера. Значит, в конце, когда у вас останется мало места, нужно рассчитать так, чтобы было ровно 2 бисеринки и ни одной лишней не добавлялось. В конце также затягиваю 2 бисеринки, возвращаюсь между ними и провожу иголку в последнюю и еще захватываю несколько бисеринок вперед. Углы фетра лучше было бы обрезать, но поскольку я еще не знала, что у меня тут будет, поэтому я оставила как есть. Хотя на самом деле эти углы очень мешаются и запутывают нитку. Хочу обратить внимание, нитку нужно пропустить именно в ту бисерину, которая свободно ходит в ряду. Потому что так лучше будет смотреться. Берем бисеринку и проходим иголочкой через одну бисеринку. Поправляем узелок и хорошенечко все подтягиваем. И берем еще одну бисеринку и снова через одну бисеринку. Как видите, фетр все-таки мешается, но это меня не смущает. Таким образом проходим весь ряд. В конце заходим в последнюю бисеринку и поднимаемся на один ряд бисера. Все снова хорошенечко затягиваем. И теперь будем делать уже получается 3-й ряд. Вам нужно взять бисерину и зайти в бисерину следующую 2-го ряда. Затягиваем и идем дальше. Снова берем бисерину и затягиваем в следующую бисерину, тоже 2-го ряда. Таким образом у нас будет проходить 3-й ряд. И так мы проходим до конца. Таким образом я сделала следующие ряды. Здесь у меня 4 ряда. Теперь я начинаю пришивать листочки.
Хорошенько затягиваю, чтобы они не сильно болтались. И прохожу иголкой несколько раз. Может быть, одну бусинку положить под веточку. Теперь пришиваем бисеринки и бусинки. Беру на иголку несколько бисерин и бусинку покрупнее. И еще одну бисерину. И эта бисеринка будет стоперной, потому что я возвращаюсь иголкой в ту же бусинку и в те же бисеринки. Проходим обратно. И это все хорошенько затягиваем. Также беру опять несколько бисеринок и бусинку, одну стопорную бисеринку и затягиваю это все обратно в ту же бусинку и бисеринки. Хорошенечко все подтягиваю и укладываю так, как мне нужно. И вот так бисер с бусинками будет как столбики немножечко торчать и в подвижном положении. Но я надеюсь, это будет хорошо смотреться. Теперь возьмем бусинку. Ее нужно примерить, где она должна быть. Берем стопорную бисеринку и затягиваем. Также в промежутке я хочу добавить бисер и немножечко приукрасить вот эти вот промежуточные места. И пришить бусинки еще дополнительно. Чуть поменьше беру. Это у меня бусины аметиста. Покрупнее, помельче оставшиеся от бус. Между ними опять сделаю такие же столбики из бисера и маленьких белых бусинок. Посмотрев на это все, я думаю, надо добавить желтую бусинку. Как вы считаете? Мне кажется, будет хорошо смотреться. Коричневенькая у меня уже есть. Добавить стопорную бисеринку и хорошенечко все подтянуть. В принципе, палитра получается нежная. Я не хочу добавлять сюда сильно ярких цветов. Просто фиолетовый, немного желтого, чутка золотого и белый. Хочу еще добавить несколько столбиков веточек с разных сторон, чтобы этот букетик из бусинок казался чуть попышнее. Старайтесь, чтобы нитка не цеплялась за остальные детальки. Вот, чтобы потом не было такого, что у вас нитка где-то осталась поверх деталек. Так, еще решила добавить еще одну бусинку вот здесь справа. Думаю, здесь она будет как нельзя лучше смотреться. Теперь хочу добавить стеклянных бусин. У меня есть парочка вот таких вытянутых бусинок. Также беру бисер, бусину и через стопорную бисеринку возвращаюсь обратно. Через бусинку и бисер. Вот такой столбик получится. Все хорошенько каждый раз подтягиваю. Решила еще добавить стеклярус с бисером. Также через стопорную бисеринку возвращаюсь обратно. Вот такой букетик из бусинок и бисера получился. Единственное, что вот эта веточка снизу, я думаю, что надо было ее немного в бок направить, а не вниз. Она очень сильно выделяется, и мне, конечно, это не понравилось. Но это у нас
опыт новый, поэтому я не расстраиваюсь и работаю дальше. Надо все вырезать аккуратненько. Главное не задеть нитку, за которую у нас держится бисер. Все аккуратно вырезаем. И думаю, надо добавить картон, как прокладку, чтобы фетр более ровно держался. Сделать контуры можно этой ручкой, но так, чтобы контуры были намного меньше самой брошки. Я уже приклеила картон и вырезала вот такой кусочек кожи для оборотной стороны. Приклеиваю на такой же клей, гель-момент. Так, хорошенько распределяю клей. Гель высыхает не сразу, поэтому есть время распределить его по поверхности хорошенько. И аккуратненько прикладываем, чтобы края со всех сторон совпали. Хорошенечко прижимаем. К сожалению, пресс тут не положить, потому что очень много выделяющихся деталей. Поэтому я вот так пальчиками прохожу и хорошенько прикладываю везде. Потом края лишние обрежу. Надо клей убрать лишний. И хорошенечко прижать пальчиками. Распределить полностью кожу по поверхности. Теперь я думаю, что лишнее можно уже обрезать. Аккуратненько обрезаем торчащие кончики. Также надо аккуратненько обрезать там, где у нас аппликация вот эта из бусин, так, чтобы не обрезать то, что нам нужно. Хоть с этой стороны и не видно будет, но я считаю, что брошка должна быть аккуратной и красивой со всех сторон. И с обратной стороны тоже. Вот так получилось у нас. Теперь делаем обшивку. Я фиксирую нитку очень просто. Прохожу ниточкой под бисеринками и вот таким образом фиксирую нитку. Значит, выхожу обратно на обратную сторону. Беру 2 бисеринки. Мне кажется, синий цвет здесь будет как нельзя кстати. Тем более это более ультрамариновый, ближе к фиолетовому. Я думаю, что будет хорошо. Значит, вот эти 2 бисеринки таким образом пришиваю. И выхожу иголкой в последнюю бисеринку. Так, чтобы она дырочкой была снаружи. Все хорошенько подтягиваю. Беру еще одну бисеринку. Пришиваю ее через фетровую подложку сверху. Затягиваю все хорошенько. И выхожу через внутреннюю сторону
через бисеринку. Таким образом все подтягиваю, и нужно пройти все полностью по кругу. Обратите внимание, с внутренней стороны, где этого не видно будет, все равно надо пройти тоже бисером и обшить все хорошенько. Под конец я сопоставляю так, чтобы бисер сошелся таким образом. Прохожу через последнюю бисеринку и прохожу через первую бисеринку. Затем все подтягиваю и через наружную сторону, через фетровую, опять выхожу на изнанку. И теперь можно подумать над декорной частью, то есть как обыграть вот эту вот обшивку. Я хочу взять 3 бисеринки и пройтись таким образом. Значит, беру 3 бисеринки и в третью захожу иголкой. Хорошенько подтягиваю, так, чтобы вот такая петелька из бисера была за синим бисером. Затем надо иголочкой пройти через еще одну бисеринку с внутренней стороны. И теперь снова берем 3 бисеринки на иголочку и проходим иглой через следующие 3 бисеринки. Вот таким образом. Все хорошенько подтягиваем и проходим по всему периметру. Обратите внимание на такой момент. Значит, вам либо полностью надо посчитать, чтобы могло ровно поделиться на 3, то есть каждые 3 бисеринки у вас был раппорт. Либо смотреть, с какой стороны вы будете уменьшать количество бисера, допустим, не 3 бисеринки, а 1. В таком случае я беру вот какой момент. Я по одной бисеринке пройду с внутренней стороны. И потом посчитаю так, чтобы у меня ровно осталось по 3 бисеринки на каждый раппорт. Эту веточку надо было, конечно, повернуть в бок. И там можно было бусинку подвесить. Но в итоге получилось вот так. Вот я уже подвесила бусинку жемчуга. Это натуральный жемчуг. Брошка готова. В принципе, можно и вверх носить букетиком или вниз. Но мне, конечно, больше нравится, когда вниз опущен букетик. Мне кажется, так лучше смотрится. Спасибо за внимание. Мне понравилась эта брошка, несмотря на то, что это было как-то экспрессивно. Желаю успехов вам в творчестве. Спасибо за внимание. На этом я заканчиваю свое видео. Приходите еще, буду рада всем. Всем пока!